Добрый день. Здравствуйте. А можете закрыть дверь? Спасибо. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Найденко Михаил Сергеевич. Дата рождения ваша? 14.05.87. Город рождения? Сумская область, поселок Краснополье. Краснополе. Звание, должность? Рядовой стрелок. Рядовой стрелок. Это добровольная беседа. Мне нужно ваше согласие на то, чтобы... По сути, даете вы добровольное согласие на запись и публикацию данного интервью? Да. Это не интервью даже, а беседа. Расскажите, пожалуйста, еще раз, где вы родились? Сумская область, поселок Краснополье. Вы украинец Да. или нет? И гражданин России. Были гражданином Украины? Да. Стали? Гражданином России. А с украинским гражданством что вы сделали? Ну, оно должно было аннулироваться, как бы, Оно украинское. ничего никому не должно. Как вы себе это представляете? Вы кому-то сообщили о том, что вы получили второе гражданство? Не. Как оно должно было аннулироваться? Не знаю. Где вы учились? В Сумах. В самом городе? Да. В какой школе? Не, в школе в Краснополье учился. А в институте? В институте в Сумах. В каком институте? Сумской национальный аграрный университет. По специальности? Экономист. Экономист. Вы служили в армии? Да. Когда, как, где? В Украине в армии служил. Я понимаю. По погранвойсках. Сколько вам полных лет? Чтобы я сейчас не... 35. 35. В погранвойсках. Да. Кем вы были? Пограничником, да? Да. Что вы делали? Ну, там, в двух словах ваши обязанности. На границе служил. Обычный линейный пограничник. Линейный пограничник. Это с какого года по какой? 13-й, 17-й. 13-17. Вы предатель? Нет. Что вы делаете передо мной сейчас? В каком статусе вы находитесь? Военнопленный. Ну, да, я просто решил неожиданно задать такой вопрос, потому что человек, первая мысль у него самая типа правильная, так говорят психологи, какие-то там умные люди. Вы ответили, что вы не предатель. Что вы делаете тогда передо мной в роли военнопленного? Как русский военный зашел на территорию Украины. Что делать? Как нам объясняли, оборонять, на линию обороны, на вторую и третью линию обороны. Был мобилизирован, должен стоять был на линии обороны. Обороняться от кого? От украинской армии, получается. В которой вы, по сути, служили. Да. Ощущения? Вообще не очень ощущения с того момента, как только мобилизировали. Не Просто- очень ощущения. Просто в У нас шоке. скомканное интервью, я прыгаю в начало, в конец, но нету плана, но есть идея. Вы были в АТО. Да. Как вам военнопленный? Гражданин Украины, воевавший в АТО. С кем вы в АТО воевали? Но я не воевал, там тоже на линии обороны стоял. С кем вы воевали? С ЛНР. Что такое ЛНР? С ополченцами, как бы, Кто это такие? которые решили отъединиться от Украины, отсоединиться.
Они решили? Ну, Или за них решили? или за них решили, или они решили. Я был человек военный, послали в АТО там стоять. Типичная ситуация заключается в том, что он гражданин Украины, был пограничником, по сути, военизированным. Ну, по сути, там, убираем все структурные, это военный, правильно? С автоматом, все как положено. Да. С 13 по 17 год, при этом сколько вы в АТО повоевали? Полгода. Полгода. Как вас занесло в Рашку? Решили с семьей переехать. Расскажите про семью. Жена и маленький ребенок. 5 лет. 5 лет. А что вы решили в Россию переехать? Потому что уже в поселке там ни работы, ничего не было. И в России была перспектива с работой. Я живу в приграничном районе, жил. А почему вы уволились со службы? Со службы уволились, потому что было принято решение больше семьей заниматься. Со службой не было времени на семью вообще. Смотрите, когда человек принимает какое-то решение, или вы уволились и сразу переехали? Не сразу. А сколько времени прошло? Когда вы переехали? В 19 году. Чем вы занимались с 17 по 19 год? Ну, работал где и по заработкам там подрабатывал то на 2 работах, то неофициально работал. Ситуация такая, как там в 19 году вы переехали в Россию. Куда вы переехали? Белгород. В Белгород. Что там было в Белгороде? Там сняли квартиру, пошел на работу, устроили ребенка в садик, жена устроилась на работу. А кем вы устроились на работу? Я на работу устроился в магазин кладовщиком, магазин обуви. Неплохая зарплата. Как вы получили паспорт Рашки? Да, Когда? в 21 году. В 21 году. Как вас мобилизовали? Пришла повестка Когда? 22 числа вечером, 22 сентября. 22 сентября. И что вы сделали? 23 с утра пошел в военкомат. Вы знали, что происходит в Украине? Что война началась, да. Когда? Ну, что СВО проходит, знал. Не СВО, война. Ну, У вас же остались знакомые в Украине? да. Что о нем рассказывали за эти 9 месяцев войны? Что война происходит, что идут ракетные обстрелы. И вы, это зная, пошли в ней поучаствовать. Но это было не добровольно. Нет, подождите. Если бы вы не участвовали, вы бы сейчас не были передо мной. Это я понимаю. Вам что, 7 месяцев не рассказывали, что Рашка уничтожает мирное население, тем более Сумы? Там же тоже оккупировано было очень много. Да? Ваше село было в оккупации? Нет. Не было? Нет, просто сразу как заходили войска и вышли русские, и они на границе там стояли. Что вам родители говорили за эти 7 месяцев? Родители в шоке были В шоке от чего? от того, что происходит, что война, обстрелы. Ну, а вы что им говорили? Тут тоже был в шоке, что это все происходит. И как это, по-вашему, должно работать? Все в шоке, но все равно вы... Вы понимаете, что вы пошли, по сути, воевать против своих родителей? Ваши родители здесь, на территории Украины.
В приграничной зоне, правильно? Да. Сколько от Белгорода до вашего села? 120 километров. Тупо рядом, короче. Да. 1,5 часа езды. Ну, да. 50 километров до границы, 50 километров потом вглубь Украины. Мне просто реально, а я прикольно говорю, себе не включил микрофон. Но я думаю, меня будет слышно. Как вы можете пойти воевать против родной своей семьи? Молчание знак согласия или Я не успел ничего сделать для того, чтобы не пойти вы не успели ничего сделать, чтобы не пойти? воевать, да. Вы знали, что война. Почему вы не вернулись? К родителям просто помогать. Я знаю ответ, почему вы не вернулись, но интересно, что вы скажете. Могу помочь вам с ответом, если хотите. Вы понимаете бредовость вообще всей ситуации? Даже не бредовость, а дикость. Ваша мать потенциально с отцом находятся на территории, в которую может прилететь ракета. Грады какие-то, это недалеко. С границы, там, ураганы, смерчи. Как-то вы молчите больше. Только я, получается, говорю. Вы в плен попали когда? 28 октября. Вы попали в плен по нашей программе, да? Дмитрием Владимиром. Мы военным, которые вас взяли в плен, выплатили вознаграждение за вас. Да. Помните это? Да. Вы говорили фразу на видео или военные говорили? Ну, что взяты в плен по программе обменного фонда. Я говорил. Я помню это видео. Есть оно в телеграм-канале. Кто не подписан, подпишитесь. А под этим видео поставьте лайк, подписку там и так далее и тому подобное. Мы попробуем ответить на вопрос, что действительно побудило вас, помимо того, что вы бросили семью, находясь в 100 километрах от своих родных и близких. Ну, вы не вернулись, потому что вас бы никто не пустил, потому что там были боевые действия. Но это я говорю, а не вы сказали. Я могу сделать вывод, что вы даже не пытались вернуться и не пытались ничего сделать для того, чтобы защитить своих родителей. Я могу так говорить? Или вы что-то пробовали сделать? Я даже не знал, что мне делать. Потому что там родители, там семья. Просто шоковая ситуация. Шоковая ситуация в чем? В том, что вы еще берете автомат и идете убивать украинцев? В том, что мобилизировали. А если бы не мобилизировали, то что? То, может быть, попытался как-то помочь родителям. Я вам рассказываю, у вас было 7 месяцев на то, чтобы помочь родителям. Рассказать как? Если бы вы действительно хотели помочь. У вас же был украинский паспорт? Да. Загран тоже был? Да. С вами? Да. Это тот случай, когда человек говорит, аннулируется гражданство,
украинское. Но украинский паспорт я оставлю, потому что с ним что? Можно ездить где хочешь. Да? Ну, никуда ездить я не собирался. Не собирались. Но вы могли спокойно вернуться в Украину через Европу к своим родителям. Еще могли спокойно взять оружие и защищать от оккупантов и фашистов. Могли? Но вы взяли оружие и пошли убивать своих друзей, одноклассников. Вам дать почитать, что мне написали в личку ваши друзья, те люди, с кем вы жили в селе? Хотите? После того, как выложили ролик о том, что его взяли в плен, мне написало очень много людей. По сути, я знаю его характеристику, мне это все написали там с фотографиями, с чем угодно. То есть там не один человек написал. Написали ваши сослуживцы. Хотите привет им передать? Тяжело вам сейчас? Да. Почему? Мы же просто беседуем. Это обычная беседа. Вы думали, будет как-то весело? Нет, думал. Вы в курсе, что много ваших сослуживцев погибло? Те, с кем вы воевали в АТО, те, с кем вы служили 4 года. Ну, не в курсе кто. Вы общались вообще 7 месяцев с кем-то из Украины? С родителями? А с друзьями? Нет, Почему? не знаю. Стыдно, наверное. Ну, наверное, стыдно было написать, как у вас дела, сидя в Белгороде, откуда бомбят и расстреливают города. Или не стыдно, может, я же не знаю. Мне не очень приятно с вами беседовать по причине того, что это тяжелое интервью как для него, так и для меня. Даже не интервью, а беседа. По сути, здесь человек, который родился в Украине, выучился, рос, служил, воевал в АТО с сепарами. А потом поехал туда, взял автомат и пошел убивать своих. Вы так громко сглатываете, это будет тупо слышно, короче, как вы слюню проглатываете. Я прошу прощения. Я вынужден нажать на паузу. Вы перекурите пока. Можно, да. Да. Останавливали запись, связались с супругой, потому что в начале интервью забыл. На чем мы продолжили? Закончили? Не помните? Да, по сути, мы еще не пришли ни к чему. Расскажите, как так получилось? Пришли вы в военкомат, да, по повестке? Да. Вариантов не пойти не было? Не было. Почему? Сказали, в тюрьму посадят, Кто сказал? если не приду. Кто сказал? Сотрудники военкомата. Вы им объясняли, что вы гражданин Украины? Да. Что вам сказали? Ничего не сказали. Сказали, сегодня на отправку, и все. И вы как теленок пошли и отправились? Боялся, что посадят в тюрьму. Что было дальше? Дальше отправили, одели, обули, и все, и в КамАЗ и поехали.
Это какого числа было? 28-го я уже поехал в Украину. 28 Сентября. сентября. Куда вы зашли в Украину? В Луганскую область. Эпично когда? Там воевали со стороны Украины и потом со стороны Рашки. Да? Вы в Луганской области воевали? Да. По ту сторону баррикад очутились. Что там видели? Как война? Да вы месяц повоевали, по сути. Да. Ровно месяц. Как вам села? Разрушены, не разрушены? Были там, где вы ездили? Я видел только посадку. Посадку и трупы раненые. И все. Посадку, трупы и раненых? И раненых, да. Много трупов? Много. Ну, много в числе в каком-то. Ну, один труп. 20 Нет. трупов. 50. Ну, я видел 10. А 300 сколько? 300-х. Тоже человек 10. Ну, это из тех, которых я знал там. А, это ваши, с вашего подразделения? Да. О, ну, и сколько вас вообще привезли? Вообще рота была около 100 человек. Это вот 20 человек уже, грубо говоря, минуснули. Ну, да. Как вы попали в плен? Опишите последний день свой. Выходили из окружения. Я был ранен. И был еще один ранен. Это где было? Какое окружение? Больше деталей. Под Червонопоповкой это было. Угу. Попали в окружение, выходили из окружения. Сколько вас человек попало в окружение? У нас было 12 человек нас выходило. А, и все 12 попали в плен? Да. А, да, это вот это. А, да, там, где мы заплатили сразу $3000, по-моему, да? Там 3600. 3600, да. О, видите, вы сами помните. $3600 получили наши военные за группу взятых в плен. Было выплачено, по-моему, 120 000 гривен. В окружение вы попали. Вы, по-моему, там бродили долго. Бродили долго. А вот расскажите, потому что я уже забыл, как это было. Сколько вы дней бродили? 6 дней. 6 дней. Что вы ели? Практически ничего не ели. Что вы пили? Воду из луж. Воду из луж. В плену тут лучше кормят, чем у вас в армии там? В плену кормят хорошо. В плену кормят хорошо. Расскажите все-таки, как вообще какой у вас должен быть статус? Вы предатель, не предатель? Почему вы не предатель? Вы так резко сказали, я не предатель. Вы присягу давали Рашке? Да. Давали? На бумаге. Не, воинскую. Вы же, ну... Как военный билет получал А когда вы получили военный билет? в феврале этого года. Ага. 22-го. Гражданство вы получили паспорт РФ? Сначала паспорт в 21 году я получил. А паспорт или вид на жительство? Паспорт. А, упрощенная процедура действует для украинцев. Так они набирают себе людей. Ну, в 21 году я получил паспорт летом, а потом В военный феврале, а когда в феврале? билет. Точно число не помню, но в феврале я получил военный билет. Перед началом СВО. Да. О, прикольно. Получается, они знали, что будет СВО. А много людей тогда паспорта получало? Паспорта получала. Ну, да, Точнее, военные билеты. Вы когда пришли в феврале в военкомат?
Не, немного. Немного. Получили вы военник, объявляют 24 числа твой президент, Путлер. Начало своего ощущения какие? А у тебя уже военник на руках. Страшно было, что война началась. Страшно было, что началась война. Ага. С мамой часто общались? Да. Что она вам говорила? Что страшно, что война идет. Звала вернуться. Она тоже не знала, что и как лучше поступать. Когда вы пошли в военкомат, вы ей сказали? Да. Что она сказала? Ну, у нее сердце заболело, и она очень испугалась. Была в шоке. Вы получили повестку, позвонили ей, сказали, что у тебя повестка? Нет, когда в военкомат пошел, сказал, что мобилизуют меня. И она вам что? Ой, Боже, что же делать? И у нее заболело сердце, и она... И все. Она в больницу попала или вы не знаете? Не, в больницу вроде бы она не попала, но я больше не связывался. А отец? Я только с ней связался. Что будет дальше? Нет, пока не что будет дальше. Что ваша жена? Как она реагировала? Она гражданка Украины? Она так же, как и я, получала документы. Мы все получили. Когда началась война, что она говорила? Все очень боялись за войны. Не, очень боялись чего? Чтобы не пойти воевать или что война идет? Что война идет. А ее родители где? Тоже там, где и мои. Вы из одного Поселка. Она со своими связывалась же? Связывалась? Да. Что ей рассказывали родители? Это тоже, что и мы все боялись. Все просто боялись, что война, что обстрелы. Когда ваша жена узнала, что вы идете на войну, что она вам сказала? Она очень испугалась, начала там входить во все инстанции, чтобы меня не призывали. Ну, ничего не получилось. Какие у вас ощущения? Внутри себя, как человека. Страшно очень. Нет, ну, страшно уже вам не может быть. Вы украинец или рашист? Кто вы? Теперь даже не знаю, в каком я статусе получился. Я просто хотел жить с семьей нормально, никакой войны, ничего я не хотел. Просто нормально жить с семьей. Просто нормально жить с семьей. Вы предатель? Я не предатель. Почему?
вы, имея на руках паспорт гражданина Украины, взяли автомат, пошли воевать против Украины? Я правильно сформулировал? Получилось так, да. Можно обернуть это в обертку того, что вы не хотели, вас силой отправили. Но суть и факт является таковым. Или как-то по-другому? Я не хотел никуда идти воевать. Нет, понятно. Звоним вашей супруге. Она прочитала сообщение, увидела вашу фотографию. Но она не берет трубку. Почему она не берет трубку? Не знаю. Давайте вы отправите. Ну, по аватарке же это она. Да, это она. Она. Сообщение доставлено, прочитано. Отправьте голосовое сообщение, что это вы хотите с ней поговорить. Ань, привет, это я. Возьми трубку, пожалуйста. Обычно в конце интервью, если бы вам предложили воевать против оккупантов и рашистов, вы бы пошли? Я вообще не хочу воевать. Я не так спросил. Я не спросил, хочу или не хочу. Если бы вам завтра предложили воевать против рашистов, вы бы пошли в составе вооруженных сил Украины? Я больше не хочу брать оружие в руки. Пусть убьют ваших родителей? Моих родителей? Нет, Украина напала первая? нет. Я, конечно, извиняюсь, но я сейчас могу перейти уже на другой тон, но давайте мы как-то, может, соберемся, молодой человек. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас на улице? Война происходит. Война происходит. Кто на кого напал? Ну, Россия ввела войска в Украину. Нет, не ввела войска. Россия, Рашка, напала на Украину. Производит обстрелы мирных городов, сел, поселков. Да или нет? Вы сами участвовали в этом, вы это видели. Ваши родители где живут? В Украине. В их село может прилететь? Да, В твою хату может прилететь? да, И не станет твоего отца и мать? Может такое быть? может. И ты говоришь, я не хочу брать оружие, я не хочу войны? Ты кусочек, винтик этой войны. Только ты не под тем флагом стоишь. Я очень сдерживаю себя. Ты вот просто, можно на ты? Да. У меня сейчас такие эмоции переполняют, как бы с учетом того, что прислали подписчики про молодого человека. Почитаем? Это не надо. Не надо. Я не хочу войны, но пусть моих родителей убьют, да? Формулировочка. А родителей ты не хочешь защитить? Так хочу или не хочу? Село твое, оккупанты, ты. Давай вот так вот сфантазируем. Вы идете в село, в твое родное, где твои родители и родители твоей жены. И твои оккупанты идут, коллеги твои, рашисты, и расстреливают мирное население. Что ты будешь делать? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот заходят в каждую хату, как это было не в одном населенном пункте. Много уже такого было.
И просто расстреливают всех. Ваши действия. Ну, что ты будешь делать? С тобой идет боевой бурят, который через слово понимает русский язык. Открывает твою хату и расстреливает твоих родителей. Твои действия. Одноклассников твоих, сослуживцев. Ну, какие ваши действия будут? Тупо будете смотреть, как убивает ваш народ? Как убивают ваших соседей? Ваша жена не берет трубку, она увидела. Давайте еще раз позвоним. Я не понимаю, что происходит. Она все увидела, она услышала ваш голос и не хочет с вами поговорить. Как это происходит, как это получается, так почему вообще, как это работает. Для меня это тупо загадка. Мне тупо непонятно. Она сбрасывает. У нас по традиции военнопленный обращается к народу, к согражданам. К кому вы обратитесь? К украинцам или к рашистам? Хотите к кому-то обратиться? Я не знаю, что сказать. Но вы можете обратиться к своим друзьям, которые в Украине сейчас защищают свой дом. Вы можете извиниться перед гражданами Украины. Можете извиниться перед рашистами с фразой «извините, что я не подорвал себя, вот такой я херовый солдат». Можете вообще никому не обращаться, но как бы это ваше право. Но мне очень интересно, к кому вы обратитесь? К людям или к оркам? К оккупантам, убийцам, насильникам, мародерам? Мне аж очень интересно. Стоит сюда идти воевать или не стоит? Если стоит, надо взять что-нибудь тепленькое, одежды взять, консерв, чтобы как вы не пили воду из луж. Не будет он обращаться, потому что мы можем бесконечно долго. Или будете? Я не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать. Да, такие тоже есть. Не показывать это нельзя. Не показывать это... Скажут, а почему его не показывать? Да, он есть. Мне неприятно с ним находиться в одном помещении. Он есть такой. Есть такие люди. Что из этого? Кто он? Кто он? Что он? Маму с папой бомбят, родителей жены бомбят, он берет автомат, идет воевать на стороне орков. Предатель? Дайте ответ сами на этот вопрос. Убежал куда-то, переехал жить, искать лучшую жизнь, имеет на это право. Украинские паспорта не выбросил, гражданство осталось. 2 паспорта. Государственный и закордонный, как его. Поняли. Вот и ответ на вопрос.
Вот ответ на вопрос, которого нет. Он сам не знает ответа на вопрос. Кто вы все-таки ответите, украинец или рашист? Ваша дочка кто? Сын. Сын. Сын ваш кто? Делаем контрольный звонок вашей жене. Я не могу понять, почему она не берет трубку. Чтобы потом не говорили, что что-то не так. Или там. За ним ей, на аватарке она... Есть какие-то, может, ко мне вопросы? Нет вопросов. Вы оккупант? Я попал в сложную ситуацию. В чем сложность вашей ситуации? Расскажите мне. В чем сложность и неоднозначность вашей ситуации? Как вашу ситуацию можно протрактовать какими-то другими способами? Ну, ответьте на вопрос, в чем сложность и, ну да, вот базовый вопрос. В чем сложность этой ситуации? Для меня тут все прозрачно, никакой сложности я не вижу. Сможете ответить? Вы могли через Белоруссию, через любую другую страну, даже без заграничного паспорта, выехать в любую страну Европы. Как беженец, как кто угодно. Не могли вернуться к себе домой, к родителям. Это самая простая вещь, которую можно было сделать. А не сидеть отсиживаться. Ну как, вы сидите там, и знаете, что ваших родителей могут убить. Есть что-то добавить? Спасибо за беседу. Что с тобой не так? Что на трубку не берет? Я не знаю. Кури, потому что потом ты, я не знаю, тогда покуришь. Ты же нормально разговаривал. Что ты поломался? Я уже не знаю, Дмитрий. Базовый, у меня два вопроса. Что она не берет трубку? Раз. И что она не берет трубку? Я не знаю, я сам хотел слышать там. Если она ответит или запишет голосовое сообщение, то я, естественно, дам послушать. Ты думал, пронесет? Я не знаю, что мне думать. Я Что-что? не знаю, что мне думать. Даже. Имеется в виду... Да, я принес 2 серии. За ухом было. Так вот тоже была. Я же помню, что была. Ты подрезал сигарету? Нет, не брал ничего. Ага, конечно, знаю. Отвернись и сразу сигарету. Я ее вроде как положил куда-то. Вот это сюда зашло. Ну вот реально, я не понимаю твоей позиции в принципе. Тут твоих родителей могут убить, ты сидишь там.
Мало того, тебе парят автомат, короче, рассказывают сказочку, что тебя посадят, и ты, блядь, в эту сказочку веришь? Ну, испугался, даже не к кому было обратиться, проконсультироваться, что делать. У меня не было даже одного дня. Сбежать, уехать просто, сесть и уехать. Ты же уехал? Уехал. Такой ты горе-воин. Стрелял? Нет, не стрелял. Там вот как ранили меня, у меня рука не работала вообще. У меня часто лопатка торчит. Это уже здесь начала работать рука. Что у тебя рука не работала? Прострелена. Так это когда она была прострелена? 20... Тогда сразу, 23-го. Или когда в плен брали тебя, прострелили? Когда в плен брали, у меня не работала рука. Тебя тут вылечили? Да. Холодно. У вас тепленько там. И что новости показывают? Да уже там скоро 100 тысяч будет. 100 тысяч будет, да. Я сам новости не смотрел, расскажи мне хоть пока курим. Что там? Ну, говорят, уже 100 тысяч будет. Ну, 100 тысяч Что будет. обстрелы идут. Говорили, вроде бы по Киеву были. Да по всей стране валят пидоры. Вы же видите, как свет. Ну, у меня дома нету света 40 часов уже. 40 часов. У твоих родителей нету света. Прикольно им? Вообще не прикольно. Вообще не прикольно. У меня света нету 40 часов. Вообще не прикольно. Конечно, не прикольно. Что рашисты говорят, когда новости смотрят? Ну, орки, с которыми ты сидишь в камере. А что, смотрят, все. Между собой что-то трут? Я никого не слушаю. Чего? Я думаю только о семье. Что-то семья твоя от тебя отморозилась вообще, короче. Это как? Какого хрена? Не знаю. Ничего не понимаете. Ну так а что они там говорят? Они же мне правда не скажут. В основном никто ничего. Все надеются на обмен. Вот это, об этом в основном разговор. В основном об этом. Ой. Написали там про тебя столько всего, короче. Я не знаю, я не могу дать, правда это или неправда то, что написали. Но раз ты не хочешь почитать, то, наверное, это есть. Докуривай.